Ну что, вы готовы создать свою первую историю вместе с искусственным интеллектом? Да? Тогда я с вами, Натали Астра. Это наш третий урок, где мы наконец начинаем творить. Начинается практика. С чего все начинается? Конечно, с идеи. Но если вам кажется, что у вас нету идей, это ерунда, ничего страшного. Даже в пустыне кажется, что нет воды. Но если копнуть глубже, вода есть везде, как и идеи. Нужно только знать, где их искать, и я вам покажу. How long are we supposed to stay here? I still have so many things to do. Until Natali Astra finds a way out for us. She has an AI lesson today. Girls, enjoy it. Such a perfect chance to soak up the sun. Or you'll get roasted. There's literally no water here. There is water everywhere! Как пустыня, нужно следовать за зеленью. Если вы найдете хоть один кустик, там корни тянутся к воде. Там даже под маленьким кустиком есть влага и вода внизу, глубоко. Также и у вас. Если у вас есть хоть росточек, хоть наметок идеи, ее идею можно копнуть глубже и создать целое произведение. Ну, например, глухонемая девочка. Все, у меня больше нет идеи, но мне почему-то хочется рассказать про глухонемую девочку. Я не знаю, где меня это зацепило. Так давайте копать. В этом нам поможет с вами классный метод от Toyota «Правило 5 почему». Очень, кстати, полезный инструмент во всех видах деятельности. Это тогда, когда вы задаете первый вопрос, и все последующие вопросы будут следствием ответа предыдущего. Ну или использовать классику журналистики: кто, что, где, когда, почему и как. Вообще, в принципе, запомните, в создании истории, в редактировании истории, да вообще, в принципе, в жизни очень полезно задавать вопросы. Задавайте себе вопросы: что вы делаете, зачем вы делаете, почему вы делаете, какой в этом смысл, а что делать. Задавая такие вопросы, отвечая на них, у вас образуется смысл, образуется история. Еще один способ в пустыне найти воду – это идти по руслам высохших рек. Вади. В пустынях бывают русла рек, которые наполняются только после дождей. И если копнуть глубже, там можно найти влагу или такие линзы водяные, еще оставшейся воды. Также и в творчестве. Есть моменты, когда кажется, что уже все высохло, что не о чем рассказать, что все давно рассказано. Но на самом деле вы должны оглянуться назад, в свой опыт, в свое прошлое. Возможно, вы вспомните какое-то событие из своей жизни, или какой-то важный диалог, или просто фразу, которая вас зацепила и оставила след. Возможно, вы найдете интересные истории, которые можно интерпретировать по-новому из жизни ваших бабушек, дедушек или вашей семьи. Или просто какой-то яркий фрагмент, или даже незнакомый человек, с которым вы когда-то пообщались, почему-то вам запомнился эта ситуация, и вы можете это раскрутить в интересную, увлекательную историю. А может быть, это ваш детский страх или мечта, о которой вы давно забыли. Вспомните, подумайте, погуляйте по воспоминаниям своего прошлого, своего окружения, своих родных. Что вам запомнилось, что вас зацепило, что не отпускает. Истории есть всегда, вдохновение есть всегда. Просто нужно знать, на какой глубине копнуть. Еще один способ найти в пустыне воду – это роса на камнях, на растениях можно собрать с помощью клеенки или ткани утром, после ночи. Также и с творчеством. То есть иногда идеи появляются не из глубины, а из воздуха, вокруг, они на поверхности. Просто их нужно собрать. А для этого
Заведите блокнот или заметки в телефоне и просто в течение дня ходите и записывайте все, что вам приходит в голову, даже если кажется, что это глупости. Иногда из одной глупости, из второй глупости вырастает что-то уникальное, интересное и совсем не глупое. Поэтому записывайте. У идей есть такая уникальная способность ускакивать буквально через 3-4 секунды у классной идеи. Поэтому ловите ее, пока она еще с вами, записывайте ее, фиксируйте. Оно все вокруг. Где-то услышали фразу, где-то новость, где-то с кем-то поговорили, споткнулись, упали, вас озарило. Просто от того, что вы споткнулись, упали, придумали сюжет. Ну, то есть вариантов полно. Есть еще очень интересный способ для того, чтобы найти воду в пустыне. Это выкопать яму, поставить туда емкость, накрыть пленкой, называется солнечный конденсат. И под лучами солнца влага, которая есть в песке, в земле, начнет испаряться в эту емкость и стекаться туда. Также и с идеями. Если вы создадите правильные условия, то идеи сами будут стекаться к вам. А что такое правильные условия? Правильные условия – это имеется в виду классические приемы генерации идей. Их на самом деле, этих методов множество. Ну, например, метод интеллектуальная карта. Это когда вы пишете слово и от него раскидываете ветки ассоциации. И потом от следующего слова также ветки ассоциации. И на стыке разных слов у вас будут возникать в мозгу соединения и какие-то новые сюжеты, истории, персонажи. Ну, например, вы пишете слово «приключения». Что ассоциируется с словом «приключения»? Вы раскидываете море, пираты, джунгли, космос. Потом от слова «космос». Что ассоциируется теперь отдельно просто с космосом? С космосом космонавты, звезды, галактика там, и так далее. И так от всех слов, и вы просто в процессе вот этого расписывания сами увидите, как у вас начинают происходить интересные, вдохновляющие идеи. Вот, ловите их, хватайте, что вас цепляет, создайте множество, вы потом выберете. Еще один метод в пустыне найти воду – это найти следы животных. Они практически всегда приведут к воде. Также и с творчеством. Идеи можно искать не только внутри себя, их можно искать вокруг, через другие фильмы, через другие истории, через других людей. Черпайте вдохновение из окружающего мира, читайте книги, смотрите фильмы, гуляйте, наблюдайте за людьми, ходите на разные мастер-классы, проходите какие-то курсы. Люди, создатели, которые создают крутые произведения, классные, стоящие вещи, как правило, эти люди очень многогранные, интересуются разными сферами. И я вам рекомендую делать то же самое, потому что очень часто классные идеи появляются на стыке разных интересов, разных вводных. Например, вы можете посмотреть фильм про космос документальный и следом посмотреть мультфильм про драконов, и у вас на стыке этого родится история про космических драконов, которые путешествуют из одной вселенной в другую. Пожалуйста. Еще один способ найти воду в пустыне. А что, если караван пройдет мимо, увидит меня и напоит меня водой? Также и здесь вы должны задавать этот волшебный вопрос: а что если? Вы себе даже не можете представить, сколько гениальных произведений, фильмов и мультфильмов создавалось именно от этой фразы, от вот этого начала. А что если? Это волшебные слова. Задайте просто себе эту фразу и продолжайте. И вы удивитесь, сколько уникальных, интересных идей возникает. А что если
У обычного кота дома возникли суперспособности, как у супергероя. Раз история мультфильма. А что, если время пошло вспять всего лишь для одного человека? Вам известный фильм, не правда ли? А что, если задать себе этот вопрос, и вы увидите, как идеи сами потекут из вас? Оригинальные и интересные. Ну и, конечно же, мы с вами люди современные, мы говорим с вами про искусственный интеллект, технологии развиваются бурно и активно, уже всем известно, не новинка, что есть такие помощники, как ChatGPT и аналогичные модели, которых мы также можем попросить помочь нам с идеями. Конечно же, будет много глупостей, много не по душе, но что-то вы можете за что-то зацепиться, схватить и, главное, правильно попросить. Накидать сюжеты, накидай мне 10-20 сюжетов коротких, прочитать их, из них вас зацепит 1-2 и задать следующий вопрос, попробуйте с ним развить эту идею. Он идет не в ту сторону, перенаправьте его, откорректируйте, скажи нет, давай чуть-чуть по-другому, но вот эта идея классная, что мы можем еще, дай 3 варианта развития событий. Пусть он кидает еще, и вы продолжаете в таком же духе. То есть это как бы ваш соавтор, помощник. Он не напишет за вас. Сейчас к этому не готовы эти модели. И это не будет, естественно, вашим творчеством. Но вы можете его использовать как вашего сотрудника, соавтора. Он вам будет помогать. Почему бы и нет? Теперь важный момент. Идей вокруг много. ChatGPT накидает бесконечное количество. Он не устает, у него огромная база данных. Но как из этого всего выбрать идею именно для вас, которая нужна вам? На этом этапе важно прислушаться к себе. Проект, который вы будете делать, он у вас отнимет время, эмоции, и вы должны гореть им, чтобы довести его до конца. У вас должно возникать чувство, что хочу разобраться, мне интересно это. А что-то в этом есть, я еще до конца не понимаю, что, но вот вас что-то держит. То есть какой-то вот этот огонек внутренний у вас должен появиться и гореть. Тогда вы доведете историю до финала, а это то, что нам нужно. Мои вам несколько советов. Не создавайте историю, чтобы кому-то угодить. Нет, это не сработает, поверьте. Не создавайте историю, которая модная, сейчас все делают в таком стиле, в таком жанре или именно такую мысль. Нет, это не сработает. Не создавайте историю, копируя кого-то, потому что уже когда-то давно уже забыли, это было, это получилось классно. Нет, это не сработает. И тем более не создавайте историю, если вы думаете, что она принесет вам успех или деньги. С такой мыслью, когда вы создаете, это точно тоже не сработает. Истории, которые строятся на чужих ожиданиях, рассыпаются. История, которая цепляет лично вас, пусть она даже маленькая, странная, необычная, или такого не было, она будет расти и развиваться, и она получится. А может быть, она станет шедевром. Поймите, что хорошая идея – это не то, что, как вам кажется, понравится аудитории, а это то, что не дает вам покоя. Рассказывайте то, о чем вы не можете не рассказать. Subscribe so you don't miss anything.